Камілю, добрий день. Доброго дня. Я з вами на ви, а вам скільки років? Мені 29. Я вже в цьому з 20 років вже старію, а війна не закінчується. Да, є таке. Я взагалі російськомовний. І з українською то в мене, я не скажу, що в мене там проблеми, але я відчуваю і свій акцент, він в мене присутній. Як вам зручно, ми так і говоримо. Ситуация на Бахмутском направлении, она тяжелая. Тут противник ведет постоянный, не прекращающийся обстрел. Просто у него огневая мощь, она поражает, она колоссальная. Вот такая вот хуетень. Мы в резерве, и с парнями, тем, что я разговариваю, им очень тяжело, им крайне тяжело. Pогодные условия, сейчас хоть, слава богу, морозы начинают появляться, но хоть замерзает, а до этого окопы, они вода в них собирается, и ты просто ходишь, такие мини-бассейны, и иметь возможность поменять одежду, то есть, тебе высушить ее, ее нет, и приходится вот просто мерзнуть, мокнуть, условия крайне тяжелые. Вот такой вот блиндажик у нас. Вот так. И это все внутри. Вот, все в воде нахуй. Это все в воде. Вот. Вот. Оно все течет, и там с этим сделать невозможно нихуя. Вот. Вот, это пизда. А вообще везде-то сложно находиться в окопах, когда особенно идет дождь или погода такая. Переносили эти сложности. Ребята и до Бахмута это всегда было. Ох, ебать. Жирный уходит в туман. Но здесь противник, он просто агрессивный, он наступает. Они, видно, хотят свою какую-то политическую цель достичь, захвата от Луганска, Донецка. Это их приоритет. И они сюда концентрируют все свои усилия для того, чтобы захватить эту территорию. Нам сказали: парни, там позиции, вам надо выдвинуться, и помочь там воякам, закопаться. И получается, мы выходим в серую зону, то есть никем не контролируемую, а противник в этот момент начинает наступление. И мы с ними схлестнулись в лесу, не имея ни окопов, вообще ничего. Нас, сутки просто по нам работала артиллерия и танки. Мы просто лежали вот так, кто где лег, вот так мы и лежали. У нас полно раненых, у нас было, 8 человек, получается, только, не получили, ранений именно, я имею в виду, осколочных из 25. Остальные, так или иначе, там, ими были легкими или тяжелыми, остальные, 8 были контуженные. И мы пролежали, получается, почти сутки лицом просто в землю. У нас 4 танка работало, и 2 роты их шли на штурм. Я не знаю, на самом деле для меня это остается секретом о том, почему они не сделали нам заслон. Я вообще до сих пор не могу себе ответить на вопрос, как мы оттуда вышли, потому что то ли они засали просто наступать, то ли они думали, что там намного больше сил противника. И вот я до сих пор это не понимаю. Потому что 25 чуваков просто с автоматами, без окопов, вообще не имея вообще ни хрена, просто лежат в лесу, по нам работают танки, причем у них было чем нас видеть, так как летали их птички, то есть они просматривали все. И они просто работали по нам и танками, сутки реально, и артой. Это было нереально сложно. У нас и разрывы были, ближайшие разрывы от меня, там 5-7 метров просто. Слава богу, что мы легли за гору. Я себе выкопал сразу небольшой окопчик, но он мне недолго служил, правда, помощником. Мы там так за бугром закопались, то есть они нас прямой наводкой не могли достать. И с 4:30 до 12 часов дня, в этом маленьком окопчике, который я успел выкопать там буквально за 2 часа, я пролежал под работой их артиллерии и 4 танков. У меня, я же говорю, ближайшие разрывы были 5-7 метров. Нам нахлопало так головы. У нас были раненые уже до 12 часов дня из 6 человек, это нашей маленькой группки. И у нас даже не было рации, чтобы сказать, что парни, мы в полном дерьме, придите там хоть что-нибудь, я не знаю, хоть стрельните в их сторону, потому что они нас просто с говном смешивают. И уже когда сзади нас начались прострелы, то есть одиночные выстрелы с автоматов, я думал, они ставят заслон, и сейчас нас
ну, окружат, как бы, и все. Пришли наши ребята там с глубины леса, тоже их 6 человек. Мы снялись, и остальные где-то часов 6 мы уже пролежали. То я в окопчике лежал, маленьком, который я выкопал, а то я уже лежал просто на земле, когда по нам работала артиллерия, танки. Ну, это было нереально сложно. Я уже, честно говоря, думал, что ну, на этом как бы все закончится, в принципе, потому что шансов ну, было немного. Вот. Но, слава богу, чудом каким-то огонь их немножко уменьшился, и командир дал приказ нам на выход. Мы сели в машину, ну, точнее, погрузили раненых, сели в машину, начали выезжать. Потом оказалось, что дорога, по которой мы собирались выезжать, она завалена полностью деревьями, потому что от танковых выстрелов, взрывов и арты деревья все ж попадали, закрыла дорогу. Мы начали ее расчищать. Ну, то, что там происходило, это было, я не знаю, чудом там, и мы вот остались без 200-х. 200-х у нас не было, были только 300-е. И мы вышли в село, по нам работала та же артиллерия, все село реально горело. Мы недавно проезжали это село, я посмотрел, ну, я понял, что там был реально ад вообще, просто ад. 24-25 ракет, нахуй, я ебу. Ты видишь? 25, фосфор, да. Нихуя себе. Фосфором нахуй. По нашим, блядь, хуярят пидорасы. Мой аж день наступил. Вышел пописать. За счет своей огневой мощи они просто выдавили наши вышли с определенных позиций. Но это не значит, что они еще и контролируют. Им теперь надо зайти на эти позиции, которые так же само наши будут обстреливать. И, соответственно, они будут нести огромнейшие колоссальные потери в живой силе. И не только, если, соответственно, техника будет гореть. Блин, я, конечно, владею определенной информацией, где какие там подразделения, кто куда шел, но я думаю, это не стоит. И ситуация изменчива. Ребятам сложно, но, в принципе, как то, что я вижу, ситуация она контролируемая, и я не думаю, что им удастся достичь там определенных успехов на этом направлении. С того, что я вижу, я уверен в том, что именно прорыва какого-то или захвата большого количества территорий, вот там, как мы наступали, например, на Харьковском направлении, когда Изюм там, через Балаклею на Шевченкова, такого не будет. То есть у них это не получится. Наш генштаб контролирует все. О, дрова везут. Надеюсь, там много этих жмуров, блядь. У меня на коленках автомат просто лежит. Мой автомат, весло АК-74. Ну, то есть стандартная зброя всех військовослужбовцев. Вот, конечно, я бы хотел бы себе здесь, чтобы у меня был складной приклад, что был не АК-74, а АК-С, ну, С складной. И добавить сюда ручку переноса огня, и на этом, в принципе, вся его модернизация закончится, потому что автомат Калашникова, ну, это мое лично субъективное мнение, больше ему ничего не нужно. Некоторые там покупают разные, там, ласточкиное гнездо, там цепляют на них какие-то супер-пупер прицелы, но я работаю на механике, и я не вижу необходимости, то есть затраты на него не стоят того, что ты получаешь, модернизируя его. Вот. Мне его дали 24 числа, и вот я с ним и прохожу этот путь. Сзади, РПГ и пулемет, но пулемет, РПГ, я не думаю, для кого-то это новинка. Ручной противотанковый гранатомет, то есть название говорит за себя. Ты стреляешь им по бронированной технике противника. Дальность у него уражения, она небольшая, 300 метров. Сейчас, слава богу, нам поступают образцы европейские, и они, конечно, имеют намного лучше свои технико-тактические характеристики. Вот, поэтому это, в принципе, оружие прошлого, РПГ. Как бы сойдет, лучше, чем ничего. И, вот пулемет, это, конечно, отдельное просто. Это пулемет Дегтярева. Он стреляет-то прикольно, но он морально устарел очень сильно. Вот так вот, наверное, будет видно. Я не знаю, разбирать его, если вы начнете разбирать, это как маленькая ДШК. Это очень энергоемко. Надо сбивать приклад, там доставать все механизмы. У него здесь произошла модернизация, это вот то, что он ленточного питания, потому что вообще он дисковый. Там одевается диск, и я вам хочу сказать, что диски, они стреляют сами. Если ты одел диск,
и хлопнешь по крышке, ну и с досланным патроном, то он начнет стрелять просто в машине, что оружие такое